Всех приветствую на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать вот такой вот бабушкин квадрат. Один мотив. Я покажу, как я его вязала. И это у нас идет первая часть по вязанию авоськи трансформера. То есть у нас будет авоська, которая будет состоять из двух таких бабушкиных квадратов, которые потом превращаются в сумочку, из которой вырастает авоська, скажем так. В данном видеоуроке вяжем вот такой бабушкин квадрат. Для работы я использовала, так, смотрите, полипропиленовый шнур 2 миллиметра. Вот у меня два цвета. И обычную пряжу. Это у меня вот Ярнард джинс. То есть 55% хлопок, 45% полиакрил. Потому что мне очень захотелось внести яркости в этот квадрат. Поэтому, то есть, если у вас нет такого шнура, вы можете просто использовать пряжу 3 цветов. Либо же, если у вас есть шнур 3 цветов, это тоже очень идеально хорошо. Это может быть также не обязательно полипропиленовый, это может быть полиэфирный шнур. Но не более, скажем так, полиэфирный шнур 2 миллиметра. Вот, будет тоже идеально. Либо 1. Итак, приступаем к работе. Изначально берем желтую нашу пряжу. Так, делаем колечко амигуруми. Так. Провязываем. Вот таким образом я делаю искусственный столбик с накидом. Вот, считаем, это наша первая петелька. И далее провязываем еще 11 столбиков с накидом. То есть итого получается у нас 12 столбиков с накидом. Так, провязали 12 столбиков с накидом, стянули наше колечко, соединяем ряд. Так, соединяем мы вот так вот обычно. Вот, смотрите, можно сказать 1, 2, 3. Вот сюда соединительной петелькой. Вот так вот соединили. Начинаем вязать второй ряд. Делаем одну воздушную петельку, накид, и будут у нас вот такие вот рельефные столбики. Вытянули 1, накид, 2, накид, 3. Провязываем все, кроме последней петельки. 2 петли на крючке провязали вместе. Так, теперь накид. И вот следующий у нас идет столбик с накидом. Сюда мы провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Так, далее снова вяжем рельефный столбик, делаем накид. Не забываем, что один столбик мы пропустили. Над ним мы провязали 3 столбика с накидом. Вытянули. 2, 3. Все вместе провязали. Осталось 2 петли на крючке. Провязываем. Так, теперь 1, 2, 3 воздушные петли. И проделываем точно такой же, можно сказать, кластер, как мы вязали здесь. Так, накид. 2, 3. Провязали. 2 петли провязали. Накид. Сюда у нас 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Так, здесь этот столбик пропускаем, над которым мы вязали 3 столбика с накидом.
И делаем рельефный следующий. Сделали накид. 1, 2, 3. Провязали 2 петли на крючке. Смотрите, образовалось 2 таких кластера, между которыми 3 воздушные петли. Вот их должно быть 4. Вяжем до конца самостоятельно. Покажу, как будем переходить на другой цвет. Смотрите, вот заканчиваем вязать 4-й кластер. Делаем 3 воздушные петли. И вот сюда вот. Да, вот сюда. Все провязали. Желтую пряжу нашу, она нам уже не нужна. Обрезали. Все, желтая нам не нужна. Вытянули. Так, берем наш полипропиленовый шнур. Вот здесь, где мы закончили, смотрите, вот здесь же ныряем сюда, делаем сейчас вот этот 3-й ряд у нас будет столбиками с накидом, но уже другим цветом. Да, я уже показывала, как я делаю столбики с накидом искусственные. Вот так вот. Так, провязали 1, 2, воздушная петля. Вот этот вот столбик пропускаем, то есть вот эту косичку мы не вяжем. Вяжем далее. 1, 2. Так, и вот в эту арку провязываем 3, 4. Смотрите, вот провязаны 4 и 3 воздушные петли. 3 петли. Вяжем сюда еще 1, 2. То есть в арке у нас должно быть провязано 2 столбика с накидом, 3 воздушные петли, 2 столбика с накидом. И далее по периметру снова. Вот сюда заводим, вяжем 1, 2 столбик с накидом, 1 воздушная петля, 1 столбик с накидом пропускаем и снова 2 столбика с одним накидом. Так, в арочку не забываем, как мы вяжем. Вот, то есть по периметру у нас тоже идет 2 столбика с накидом, 1 воздушная петля, 2 столбика с накидом. Здесь в арочку 2 столбика с накидом, 3 воздушные петли, 2 столбика с накидом. Вот таким образом и вяжем. Вот у нас арочка. 1, 2, 3. Накид. 1, 2. Все, по периметру не забываем. Я уже говорила, как вязать. Продолжаем самостоятельно вязать до конца вот этот 3-й ряд. Смотрите, провязали до конца наш 3-й ряд, который у нас был зеленым цветом, пропиленовым шнуром. Вот, чтобы по этой стороне тоже у нас было 4, между ними воздушная петелька 4. Закрываем 1, 2, 3, вот сюда. Вот так вот сделаем. Вот. Соединительную петельку. Все, обрезаем наш шнур, прячем хвостики. Так, далее берем наш коричневый полипропиленовый шнур. Будем вязать следующий 4-й ряд. Так. Ныряем сюда, берем наш шнурочек. Одна воздушная петелька и еще сюда столбик. Без накида провязываем. Так, вот сюда вяжем 2-й столбик. Так, а теперь смотрите.
Вот этот столбик с накидом желтого цвета, который мы оставляли, мы его не провязывали. Делаем накид, опять делаем такой рельефный столбик. 1, 2, 3. Все вместе провязали. Остается 2 петельки на крючке. Соединяем. Так, и здесь по периметру вяжем 1, 2, 3, 4. 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. В нашу арочку вяжем 5 столбиков без накида. Так, потом у нас опять видно, что сюда провязывается 4 столбика без накида. Так, провязали 4 столбика без накида. Опять же видим, что вот здесь вот у нас оставался свободный непровязанный столбик с накидом. И сюда делаем рельефный столбик. 1, накид, 2, накид, 3. Все вместе провязали. 2 петли на крючке, по 5 провязываем. Так, я понимаю, суть ясна. То есть вот здесь мы провязываем 4 столбика без накида, в арку 5 столбиков без накида, опять 4 столбика без накида, рельефный столбик. Вот и таким образом вяжем до конца этого 4-го ряда. Так, смотрите, довязываем до конца наш 4-й ряд. 5-й ряд перейдем вот таким вот способом. 5-й ряд мы будем вязать тоже коричневым шнуром. Так, смотрите, вот туда вытянули хвостик, потом идем сюда, то есть делаем искусственный столбик с накидом. Все. По периметру вяжем сейчас покажу, вяжем по одному столбику с накидом, только на повороте делаем 3 воздушные петли. Все. Каждую провязываем за каждую косичку по столбику с накидом. Как я уже говорила, вязать можно из чего угодно. Так как у нас это будет авоська, конечно, лучше всего, чтобы это был шнур 2 миллиметра, хотя это может быть и любая, в принципе, пряжа. Если вы из этих квадратиков будете делать что-то другое, это может быть плед, это может быть сумка, пожалуйста, вяжите просто из пряжи. Так, вяжем дальше. Вот на повороте, смотрите, у нас вот такие 1, 2, 3, 4, 4 косички. То есть, чтобы было ровненько, мы провязываем прям вот до самого угла. Вот провязали 2, остается еще 2 косички, да? И 1, 2, 3 воздушные петли. И далее снова вяжем по периметру за каждую косичку. Все, таким образом это у нас идет последний наш ряд. Вяжем до конца. Так, довязываем до конца 5-й наш ряд. Смотрите, обязательно просчитайте, чтобы по периметру, по каждому периметру у нас было по 14 столбиков с накидом, и между ними 3 воздушные петли. Вот здесь у нас тоже провязано 10, здесь 4. Все, и завершаем наш вот этот вот ряд. То есть, ну все, обрезаем хвостики. Таким образом у нас готово 2 наших квадрата. Как будем вязать дальше, это уже в следующем видеоуроке. Если вам понравился мой мастер-класс по вязанию вот такого вот бабушкиного квадрата, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, подписывайтесь на мой канал, будет еще много чего интересного. Всем пока-пока!